В прошлом году я ходил играть в кинотеатр. Получилось эпичненько. Если вы не видели это видео, обязательно гляньте. Там же в комментариях я собирал лайки, чтобы поиграть в IMAX. С количеством я, конечно, перегнул, но поиграв однажды в кинотеатре, остановиться сложно. Такой опыт сильно отличается от игры за монитором или телевизором любой диагонали. Так что дособираем лайки потом, а сейчас гейминг в IMAX. В прошлый раз вы просили больше подробностей, поэтому буду все рассказывать. Начнем с того, что не каждому IMAX вообще можно подключиться в силу особенностей технологии. Ну и чтобы IMAX использовали только по назначению, а не как я. Потому что оборудование здесь мега дорогое. Стоимость одного зала IMAX равна стоимости 10 залов обычных. По этой же причине таких кинотеатров очень мало, и никто в них не играет. Почти. Ладно, идем в аппаратную, подключим наше железо к проектором IMAX. Осторожно, голову. Короче, сейчас самое интересное. Нужно понять, как вот это вот подключить к вот этому. И иди сюда. Самая жесть. Это DVI. И как его подключить вот к современному компьютеру, это большой вопрос. Ну, тут таких разъемов нету. Можно попробовать через переходник, но проблема в том, что у нас нет переходника. Короче, квест на квесте. 3 hours later. Yeah! Смотрите, что я нашел. Просто вот там вот валялось, и я его нашел сам. Кстати, выводить изображение будем с моего маленького компьютера. Видео о его сборке есть у нас на канале. Изначально я хотел взять ноутбук, но не нашел ничего с RTX. Зачем RTX, расскажу чуть-чуть позже. В общем, будет вот такая вот шайтан-коробочка. Большой комп я бы точно сюда не притащил. Для сравнения, вот PlayStation 4 Pro. И я ее тоже взял, чтобы поиграть. Точнее, чтобы был запасной вариант. Все игрушки я тоже взял с собой на вот этой вот прикольненькой штуковине. Так. Плойку тоже сразу же поставим. Есть. Просто в наушники. IMAX вставляется в наушники, если что. А все потому, что я говорил, что сюда нельзя выводить обычные фильмы. Точнее, в теории можно, но получится это так себе. Сюда берем HDMI. Где там HDMI? И вот это самый сакральный момент. Осталось попасть. Так. Надо прикручивать или нет? Чик. Все заработало. Один удлинитель. И сейчас будет еще один удлинитель. Это нужно, чтобы точно связи хватило, радиуса действия приемников. Пусть пока тут побудет. Идем смотреть, что там происходит. Сейчас я выведу изображение на IMAX. Итак, момент истины. Yes! Так. Что-то пока на экране ничего.
О, есть. Все есть, туда смотри. Так, доступ, проверяем доступ. Честно, я уже думал, что все не получится, потому что было много проблем. Нас не пускали, потом мы не могли найти кабель с переходником, а потом не могли его включить, потому что тут очень много разных секьюрностей, чтобы нельзя было здесь крутить обычные фильмы. Но оно работает. Оно работает. Это просто гигантский экран, реально по высоте 5 этажей. Для сравнения, вот эта папка, она приблизительно как моя голова. Это самый огромный рабочий стол, который я когда-либо видел. И несмотря на ограничение DVI-порта, все равно картинка здесь просто космическая. Ну и по классике нужно выбрать место, откуда мы будем играть. Мне нравится здесь, поэтому я здесь и остаюсь. Капец, какое же оно все огромное. Это просто стоять перед пятиэтажным зданием и смотреть на него. Реально, просто все тут в кадр не помещается. Я не знаю, как далеко нужно отойти, чтобы все это захватить. Так, мышка работает, клавиатура, проверка связи. Клавиатура работает. Это отлично. Посмотрите, вот эти два девайса, они достают вот аж туда, в аппаратную, там, где стоит компьютер. Как по мне, очень круто. Да, тут реально все не помещается. Я буду проигрывать только потому, что я буду крутить головой больше, чем другие. Ожидание игроков. Игроки, вы что, не понимаете? Короче, они сами что-то выбрали. Убийство. Убийство. А, тут я с профессионалами играю. Ого. Ну, давайте мы прыгаем, пацаны. Такое впечатление, что я же сам приземлился. Так, а я что, не могу идти? Я не могу идти. Так, срочная ротировка. Так, а ну проверка связи здесь. Так, и тут тоже не могу бежать. Что такое? Да ну капец какой-то. Ладно, если что, сейчас плойку подключу. Так, где я вообще? И, короче, время подключения к серверу. Кстати, мне кажется, что вот как раз вот этот ряд самое оптимальное место. Экран более-менее уже видно, и не нужно так задирать голову. Осталось, чтобы еще игра запустилась. У меня, короче, есть куча лицензионных игрушек, которые я запускал в них только тесты. И Одиссея одна из них. В планах ее пройти, но что-то как-то не получалось пока. Не было времени. Реально, все, что здесь происходит, реально как в кино. Хотя, по сути, я действительно в кино. Это мой, нет? Его можно бить. Так, подождите, 2 на 1 нельзя. Нажмите 3. Я нажимаю 3. Как это убрать с экрана? О! Я понял. Так, попробую-ка сесть еще дальше. Может, там будет лучше? Ну, сейчас видно все, хотя все равно как бы выглядит все очень масштабно. И все равно нужно взглядом немного ходить по экрану. Вот зачем они делают кат-сцены, которые нельзя перемотать? Так, это я, походу, спускаюсь.
Реально такое чувство, что я сам просто упал. В атаку! Так, вот сейчас работает все. Трассировка лучей, все. Дайте я по кому-то хоть попаду. Вау! Выглядит сочно, да? Бабах. Я вольбите шницель. Так, так. Поездим на танке немножко. Так, так. Кто там по мне палит? То есть он только сейчас решил одеть, закрыть люк. Солнце засветило, да? Есть пробитие. Не пробил. Не пробил. Ой. Тут пацаны шутят, что у меня скоро для кинотеатров будет свой игровой сетап. Хотя, по сути, IMAX это уже самый большой в мире игровой сетап. Короче, Anthem в IMAX отменяется, потому что пишет, что мы слишком много заходили с разных устройств. Хотя, по сути, это был рабочий комп, его комп и маленький комп за сутки. Наверное, очень много. Так что лицензионная игра. Подобные сервисы либо изменят свою политику, либо растеряют клиентов. У меня есть подписка в Origin, но поиграть в игру я не могу, потому что подозрительно играл вчера на другом ПК, чтобы пройти кат-сцены перед кинотеатром. Похожая ситуация была с Battlefield 5, когда я тестил несколько сборок. А система защиты мне сообщила, что я слишком часто запускаю игру с разных ПК. И я не мог пропустить AAA проект от украинских разработчиков. Я фанат серии Metro, поэтому очень ждал выхода этой игры. Как по мне, достойный вариант для IMAX. Собственно, ради этого я и собрал систему с RTX и поддержкой трассировки лучей. Хорошо, ладно, я пошел. Так. Так. Ну, конечно, выглядит все атмосферненько. Квартира со своей кухней и душем. Не, я пробовал сидеть ближе, голова вот так вот получается. Так, животное, стой! Подождите, у меня патронов мало. Я цел, да. Все нормально. Под первым видео в кинотеатре меня спрашивали по поводу input lag. Скажем так, для киберспорта такой вариант не очень, так как задержки будут еще на этапе перемещения взгляда на несколько этажей вверх. Но в целом, даже несмотря на то, что я играю с помощью беспроводных девайсов далеко от ПК, изображение с проектора соответствует моим действиям. Задержки минимальные. Колю себе аптечку и все нормально. Надо куда-то выбираться. Выбираться надо. А у меня же еще и ствола нету, походу. Аптечка. Что-то произошло. Партбилет. Ну, может, отойди, его, наверное, надо убить, когда он подойдет. Слева лежит. Да. Видите, молодцы. Это называется коллективное прохождение. Называется, мы про геймеры просто. На данный момент Metro Exodus вторая игра с лучами. Не сказал бы, что графика тут прям таки революционная, но выглядит все красиво и на большом экране есть что рассмотреть. Чего не отнять у Metro даже без Metro, это атмосферность и интересное повествование. К слову, я переживал, что RTX 2070 не вывезет эту игру в кинотеатре, но из-за того, что изображение выводится через DVI с ограничением в 2К и не в 3D режиме, игра идет бодро даже со всеми красивостями, хотя сглаживание я отключил. Хорошо, а теперь PlayStation 4 Pro. У меня тут целая делегация сочувствующих игровым консолям. Значит уничтожить. Да, и самое интересное, на PlayStation мы будем играть в Fortnite.
Здесь очень мощный звук, но все из-за тех же ограничений подключиться можно только по мини-джеку и получить стерео. Поэтому в плане звука обычный зал будет все-таки поприятней. Но экран здесь просто огромный, и камера не может передать всего, что мы видим сами. Ну, конечно, вот я понял, зачем они запустили Fortnite на большом экране. Чтобы показать, как классно выглядит Сонька. Как будет идти звук? Звук вот так, через, я бы сказал, вот так вот. Вот. То есть джойстик через мини-джек подключен. Геймпад. Геймпад. Где я нажал? Геймпад Я не вижу кнопку. мини-джек подключен к Что-нибудь камере. одно? И так на камеру будет писаться звук. Пас на ход, может быть интересно. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Для меня это был необычный опыт, о котором мечтает каждый геймер. А для вас интересное видео, достойное лайков. Кстати, давайте соберем 10 тысяч лайков, и тогда в следующий раз мы позовем с собой 5 подписчиков. Oh my! Планета Кино. Без вас реализовать это безумие было бы невозможным. Спасибо за помощь и гостеприимство. Играть в IMAX — это нечто. Но экран здесь просто... Какой здесь экран? Просто космический, просто бомбический, просто классный. Короче, экран все это не может... Какой экран? Камера не может передать, какой классный экран. Так, давай сначала.